Джефф говорит, что присоединился к компании Zinpro 4 года назад и до этого работал как независимый консультант. Джефф с нами из Техаса, то есть это юго-запад, скажем так, да, скорее юг, чем запад Америки. Работал с большим количеством разных молочных ферм, до 4000, около в среднем размер 4000 дойного стада. И сейчас работает как научно-технический специалист по кормлению в компании Zinpro Corporation. Ведет большое количество различных научных исследований, сравнений, экспериментов и для того, чтобы понять, как работает продукция наша. Yes? All right, Taisия, I'll try to make my sentences shorter. Thank you. And so my goal with this presentation and the subject matter of this presentation, a lot of these videos came from as I was consulting during my consulting days. And I'm going to use these videos to present to you a lot of things that I saw that makes mixer wagons not work correctly. Большая часть сегодняшней презентации, коллеги, будет состоять из видео. Если будут проблемы, то мы отключим видео, чтобы вы могли видеть видео в презентации. Большая часть этих видео Джеффом собрана за много лет опыта работы с большим количеством ферм, которые он консультировал. И видео будут посвящены корректной или некорректной работе кормовых смесителей на различных предприятиях. So this first slide is basically showing you the bottom of a mixer wagon. This is an auger with multiple holes in it. And this is not a very efficient way to mix your very expensive feed. So it's more... Oh, sorry, Taisия, go ahead. На первом слайде мы видим с вами низ смесителя, одного из смесителей, где должен быть шнек, да, профессионально, качественно работающий шнек, но внутри смесителя наблюдаем большое количество дыр в смесителе, и это, конечно, не очень экономически эффективный способ смешения наших с вами очень дорогих кормов и дорогостоящих рационов. And I specifically titled this More Than Formulas, Angles and Deception, because it's more than just ration formulation. И название презентации именно как бы в этом и заключается основной смысл, то есть это больше, чем формулы, да, больше, чем рационы и составы наших рационов, потому что все очень сильно зависит от ракурса, откуда и как мы смотрим, и от обманчивости, возможно, нашего восприятия. So what I mean by different angles and deception, if you're a fisherman, the picture on the left is a fish that this man did catch, and really, I wanted it to be this way right here, but you've already seen my joke, Taisия. But this was a fish that the man caught. But when you looked at something like on a dairy, when you look at something from a different angle or multiple angles, this is what the fish really was. We all know how to take a picture of the fish. Вопрос восприятия, коллеги, да, как любой рыбак знает, когда он гордится пойманным уловом, с какой стороны эту рыбу сфотографировать, такое восприятие и будет, да, можно гордиться, а можно не очень гордиться. И шутка, которую Джефф вставляет в презентацию, заключается в том, что на молочных фермах все зависит от того, кто и как предоставляет информацию и что на самом деле в реальности мы можем наблюдать в кормосмесителях. Okay, and the next two slides, I titled them, Is the Dairy a Restaurant? Have you guys ever thought of your dairy as a restaurant? And you can say that, Taisия, because that sets it up. Следующие два слайда будут тоже достаточно нестандартные. Джефф всегда проводит сравнение между молочной фермой и рестораном для людей. Подумайте, попробуйте как бы найти сравнение, чем отличается молочная ферма или коров, которых мы обслуживаем, от ресторана, где мы обслуживаем людей.
So along with Zimpro, my wife and I own a small restaurant, and I've listed a lot of things on the left-hand side that coincide with the right-hand side. So feeding people is very much like feeding cows, and I don't need to go through every single one of these similarities, Taisya, but this is really what I learned from feeding cows and from feeding people. They're very similar. Параллельно с работой в компании Zinpro у Джеффа и его супруги есть небольшой ресторан, где они, конечно, занимаются кормлением людей, да. И Джефф говорит, я очень часто провожу сравнения с тем, как нужно накормить людей и что под собой подразумевает ведение эффективного ресторана в сравнении с молочной фермой. На слайде приведены списки ключевых моментов, которые по большому счету не сильно отличаются, обеспечиваем ли мы кормлением и корректным кормлением людей в ресторане, или мы с вами должны дать такой же уровень контроля и качества для дойных, молочных или мясных коров. And then the very last 2 points under the restaurant and the dairy, I have listed employee training and maintaining equipment. We have to do both in both industries. This is going to be the bulk of my presentation. Основные два момента на этом слайде – это то, что нам всем требуется большую часть нашего времени посвящать обучению персонала и техническому обслуживанию оборудования, поддержанию качественной работы оборудования для того, чтобы все было эффективно. Вот эти два момента про обучение персонала в нашем с вами аспекте, в нашем применении мы будем говорить про персонал, обслуживающий кормосмесители, и техническое состояние техники. Именно об этом будет в основном сегодняшняя презентация. And I always ask a group on this slide, what do they see wrong? And the main things here is this is simply showing a pen of fresh cows that are totally out of feed. They're very aggressive to the feed bunk, and they're very skinny. На слайде фотография, которую Джефф использует всегда, чтобы спросить у слушателей, что вы видите на ней. Чтобы понять, что мы на ней видим, что плохо или хорошо, нужно знать, что это новотельные коровы. Это новотельные коровы, которые выглядят очень тощими, коровы, которые стоят без еды на кормовом столе и которые достаточно агрессивно себя ведут из-за голода на кормовом столе. So I went to this dairy, I was called to this dairy to look at his mixer wagon. And when I got there, these are the things that were going on. Anything I do with the mixer wagon isn't going to fix this poor management. Джеффа вызвали как консультанта на эту ферму, чтобы наладить процессы, потому что все не очень хорошо было, по мнению собственников. И именно как консультанта посмотреть на кормосмеситель. Приехав на хозяйство, Джефф, конечно, увидел, и в этом заключается главная мысль, что технической поддержкой или улучшением оптимизации работы кормосмесителя, конечно, многого не получится улучшить на этой ферме. So this is the TMR that a cow eats in one day. This is for one cow, and we're expecting to get this ration mixed up thoroughly in a very crude piece of equipment that's sitting behind there, so it needs to stay maintained. На фотографии мы видим с вами кормовой стол или кормовой рацион одной коровы. Это все то, что корова должна съесть за один день, разложенное по компонентам. Все эти ингредиенты в разном количестве необходимо смешать в достаточно грубом и не всегда очень точном оборудовании в виде нашего кормосмесителя, который должен с потрясающе высокой точностью, во-первых, смешать этот рацион, а во-вторых, раздать его правильным животным. So my main question today is, how many times have you looked inside
your mixer wagon, whether it's empty or whether it's mixing feed. Самый главный вопрос сегодняшней презентации – это, коллеги, как часто мы заглядываем с вами внутрь кормосмесителя. Неважно, он раздает корма или он все еще находится в процессе смешения полносмешанного рациона. Как часто мы смотрим внутрь и как хорошо мы знаем, что на самом деле там происходит. And then with that question, how many times have you looked inside the owner's manual? And I'll be going through a lot of these important things that the owner's manual will tell you. And come to find out, a lot of people don't read the instructions. И следующий вопрос, если мы заглядываем внутрь, насколько хорошо мы знаем, что происходит и из чего состоит работа кормосмесителя. Мы будем подробно сегодня проговаривать многие из этих моментов, и задача и цель нашего сегодняшнего вебинара – это совместить то, что говорят зачастую операторы, управляющие кормосмесителем, и то, что на самом деле там часто происходит. Потому что по нашему опыту, и Джефф говорит по моему многолетнему опыту, не часто люди читают инструкции, к сожалению. So Taisия, this will be the first video that we attempt, but what I want them to pay attention to, and this is what I look at in vertical wagons, is circle 1, circle 2, and circle 3. This is really what will tell you how it's mixing. Сейчас мы попробуем запустить видео, надеемся, что все будет работать. Но, как вы видите, есть 3 круга, да, и Джефф говорит, я всегда как консультант смотрю на круг номер 1, круг номер 2 слева и средний круг номер 3, который на самом деле показывает вам, что происходит в смесителе. So circle 2 is going to be around the discharge door. That's where a lot of the dead spots and a lot of problems occur. Второй вытянутый, так сказать, круг – это то, что те корма, которые попадают к отъему раздачи, то, откуда происходит раздача кормов. Именно здесь происходит чаще всего большое количество ошибок, и не все корма промешиваются корректно. And then we'll also take a look at horizontal mixing, and these have the same issues as a vertical mixer, but I tend to see less of them because they are now in the US, they are less popular of a mixer wagon. Следующее – это будет горизонтальный смеситель. На рынке представлен как вертикальный, так и горизонтальный. Джефф говорит, в Америке все меньше и меньше остается горизонтальных смесителей, но все так же они встречаются на предприятиях. And so the main components of a mixer that we're going to be looking at are the tub dividers, the discharge door, the baffle or restrictor plates, the augers, knives, and the kicker plates. На слайде перечислены основные комплектующие кормосмесителей. Поправьте нас, если они называются у вас по-другому, потому что в разных областях и в разных регионах одни и те же запчасти бывает называются по-разному. Но в целом мы будем говорить про перегородки в баке или внутри камеры смесителя. Это разгрузочный люк и отверстие, из которого корма поступают коровам. Внутренние противорежущие пластины, шнеки, ножи и отбойные планки. When you're examining a mixer wagon, it's good to know what the internal parts look like when they're new. And what I want you to notice here is how many knives are on the machine, on the augers, and really just what the condition the steel is in. And this is a brand new machine, but you need to know your machine when it's brand new. That's the main point. Основная мысль – это то, что чтобы корректно провести аудит работы вашего кормосмесителя у себя в хозяйстве,
Нужно знать, из чего он состоит, как выглядят запчасти, и желательно, конечно, понимать их исходное состояние в новом, только что приехавшем на ферму кормосмесителя. На данной фотографии мы видим с вами шнеки и ножи, которые пока находятся в превосходном состоянии. Обратите внимание, как они установлены, из каких запчастей состоят. And then I also recommend looking in the machine one time a week in the morning when it's empty to see what condition those augers are in. And this machine is very poor. Следующая достаточно важная рекомендация. Джефф говорит, я всем очень рекомендую проверять свои кормосмесители как минимум один раз в неделю в какой-то определенный день по утрам, пока кормосмеситель еще пуст и не работает. На данной ферме состояние кормосмесителя было очень низкое. And then the point of this slide is this is a very large mixer wagon. I can't see what's going on at that very back auger. What I recommend here is, again, 1 day per week, open up the discharge doors so you can walk around the machine and examine all of the augers. На данной фотографии мы видим очень большой промышленный по мощности и объему кормосмеситель. И Джефф говорит, я при всем желании не смогу дотянуться и увидеть состояние последнего от нас, самого дальнего, прошу прощения за внешние звуки, самого дальнего миксера, самого дальнего шнека. Все равно очень рекомендую раз в неделю в пустом состоянии данного кормосмесителя смотреть на работу запчастей и шнеков. And then the last thing, 1 time per week or whenever you schedule it, but look inside the mixer after every load is made, and if there's something wrong with it, you'll start to develop a pattern where, for instance, this mixer wagon had a lot of feed left in it after every load. This is worth examining. И последняя рекомендация – это обязательно нужно знать и видеть, как выполняет работу ваш кормосмеситель во время смешивания. Как именно он мешает, и, может быть, что-то пойдет не так. На этой фотографии мы видим, что в конкретном миксере большая часть кормов прилипает по стенкам и не поддается смешению вообще. И, конечно, это не очень хорошо для исходного из этого миксера рациона. So we'll start with some of the different components of the wagon that make the most difference. And this handle right here is what I mean when I'm talking about a baffle or a restrictor plate. And most mixer wagons have 2 of them. One will be on the front corner, one will be on the opposite rear corner. Постараемся посмотреть на некоторые кормосмесители разных брендов. Конечно, все они будут теми брендами, которые представлены в США. И если на этот кормосмеситель посмотреть, мы сбоку видим пластину, встроенную в этот кормосмеситель. Это то, что Джефф называет противорежущими пластинами. Обычно одна находится снаружи, другая внутри. And the sole purpose of this restrictor plate is to help decrease the particle size of forage. It's going to catch the bale and it's going to allow the auger to turn more times to cut on the bale, and you'll see in this video. Сейчас на видео увидим суть этих противорежущих пластин. Это убедиться, что материал или грубая корма подвергаются нужному нам измельчению. То есть если у нас тюк закидывается в смеситель, то данные пластины позволяют убедиться, что ингредиенты будут более мелко нарезаны корректно. So Taisия, you can see that the round bale gets stuck. It's very slow around this corner because that's where the restrictor plate is.
И можно увидеть на видео, что круглый тюк застревает по углам, и вы видите, что он совершенно не поддается кормосмешению. Именно потому, что вот в этой части, где он застревает на видео, находятся вот эти противорежущие пластины. However, the issue with restrictor plates is sometimes people leave them all the way in and they will create dead spots. This is the end of a load, and this is also the end of a load. So you can see, here's the restrictor plate, but you can see that the hay is not broken up. И вы видите, что эти пластины могут находиться в разном положении. Они могут быть полностью задвинуты внутрь бака кормосмесителя, могут немножко быть полностью вытащенными или в разной позиции находиться. И в зависимости от их положения результат, конечно, будет очень разный. Okay, so the next thing, and this is the worst thing that can happen to a mixer wagon, but it's the easiest to see, are dead spots. These occur, go ahead and say that. Худшее, что может случиться для нас с вами, это непромесы, да, или мертвые слепые зоны. И это достаточно часто встречается на большом количестве смесителей или миксеров, но это несложно откорректировать или оптимизировать. Taisha, did you just read that slide or no? No, but I can if you want me to. Okay, yeah. Basically, you can read through this slide and saying some of what causes these dead spots are proper maintenance and mixer setup. Причины, почему происходят вот эти непромесы, да, или слепые мертвые зоны, как правило, образуются из-за ошибок в техобслуживании или в настройке выбранного вами смесителя, от технических характеристик, да, или от мощности самого кормосмесителя или трактора, который его обслуживает, и настройки самого разгрузочного уже люка и вот этих противорежущих пластин. И также Джефф попросил меня зачитать весь слайд целиком. Необходимо проверить состояние отбойных планок уже внутри пустого кормосмесителя. И самое главное – это скорректировать объем загрузки ингредиентов и постараться, конечно, избавиться от перегруза, потому что за минусом перегрузок или кормовых потерь у нас остается количество корма, которое из-за перегруза не перемешивается по верху смесителя. Yes, I have just finished reading through the whole slide. Okay, perfect. So that sets up this slide, and this was one of the worst, the worst dead spots I've ever seen on a dairy. And I want to make sure you say that this is a this is a very large dairy, and this is a lactating ration. And you can see all the feed once I play the video. That gets на видео сейчас будет очень крупная молочная ферма, готовящая рацион для дойных лактирующих коров. И Джефф говорит, это одна из самых ярко-визуальных картинок слепой зоны или мертвой зоны в смесителе, которые я видел на своем опыте. Напишите, видно ли вам и видео, и понимаете ли вы, о чем идет речь. But you can see that no feed is moving, the auger is becoming a drill, and none of the feed from the back is moving to the front. Обратите внимание, что шнек работает и выполняет свою работу, но при этом часть корма сбоку смесителя, по бокам от шнека и сзади, скажем так, бака, да, совершенно не движется, никак не задействовано в смешении. This is just to illustrate a horizontal wagon, and this is more, this wagon is very old and rusty, and they put liquid in first, and the liquid is in the next slide, or actually the next slide isn't on here, Taisha, but actually, let's just, I think we'd be better off to skip this
skip this slide. Okay. If it's okay with you, I'm going to skip through that. That's okay. This one is also a very large dairy, and this is a pre-mix. And this mixer wagon, you can see, is absolutely not mixing the feed at all. На этом слайде мы видим другой пример достаточно крупного молочного комплекса в Америке. И на слайде, на фотографии мы видим предсмесь, которая должна потом смешиваться с остальными грубыми кормами и ингредиентами. И, как вы видите, предсмесь тоже не в очень перемешанном состоянии, к сожалению. And this isn't a video, but to make them aware that this is mixing right now. This is the TMR back here that is kind of getting mixed up, but this is actively mixing right now, and this is inside the mixer wagon. Это на самом деле было тоже видео, но, к сожалению, не загружается, поэтому у нас с вами есть возможность только посмотреть на фотографию. Но вот там, где Джефф вводит мышкой, сверху темно-коричневая масса, это весь оставшийся полносмешанный рацион из других ингредиентов. И вы видите, что предсмесь из микрокомпонентов совершенно никак не задействуется в смешении смеси TMR или полносмешанного рациона. So this is the very same mixer, and now they're adding their liquid molasses without a spread bar. Тот же самый смеситель, куда теперь сверху добавляется жидкая моласа. And what I want to point out here is you can already see while this mixer wagon is mixing that the rear tub is almost empty, front tub is getting really full. И несмотря на то, что патока жидкая добавляется в смеситель, обратите внимание опять на то, как ведут себя другие компоненты. То есть у нас получается половина бункера перезаполнена, слишком сильно занята ингредиентами, а дальняя от нас с вами часть бункера полностью пустая. So the main question here is that liquid molasses getting mixed thoroughly? И, соответственно, вопрос, каково будет качество смешения патоки или молассы, как ее некоторые называют, в этом конкретном рационе. Будет ли все корректно перемешано или нет, как вы считаете? And this is a slide showing when we're emptying the mixer, and this mixer wagon has a rear discharge door and a front discharge door. So as you'll see when I play it, or maybe this isn't, well, that's not a video, but you can see very clearly that the molasses stayed in the rear tub. This is supposed to be all one mix. И обратите внимание, на фотографии видно, как этот миксер, в котором мы только что смешивали патоку, разгружает и раздает корма. Они должны были быть розданы одной смешанной однородной смесью, но при этом у этого миксера есть передняя раздача, да, кормов и задняя. Сзади также выходной люк, через который поступает уже полносмешанный рацион. Обратите внимание на качество корма спереди и сзади, то есть они абсолютно разные по составу. And Taisия, this is a 10,000 cow dairy, so very large herd. They feed a lot of cows, and they don't have much downtime to do a lot of maintenance. Нужно учитывать, что эта ферма, на которой работает кормосмеситель, имеет 10 тысяч дойных коров, и у кормосмесителя нет времени на простое, то есть кормосмеситель работает постоянно, потому что коров очень много, соответственно, мощности должны быть загружены. Остаются только вопросы к качеству смешения рационов. And this dairy was recommended to change its augers in that mixer wagon 1 year prior to this video. So they went 1 full year without maintaining their augers. К тому моменту, как Джефф приехал на ферму, в этом смесителе не менялись шнеки целый год. И вот, то есть они не понимали разницу смешения или составов рационов
в течение целого года до того, как Джефф приехал с консультированием. This is the same mixer wagon, and it's just another photo showing how unmixed the feed is. He's getting ready to unload it, and this is straw that hasn't been broken up. You can see the distiller's grain coming out, but it's just another photo of the next load. Это тот же самый смеситель. На фото немножко смазано, видно нам, в каком состоянии корма выходит, но очень хорошо видно, что солома абсолютно не разрезана, как она должна была бы быть, и в большом количестве сыпется борда, падает не переработанная, не однородная смесь. This video shows another dead spot, but the thing here, and you can see the TMR sitting here, and this is actually mixing when I start the video, but this was simply kicker plates. Когда Джефф запустит видео, мы увидим, как смешивается смесь, и также увидим, что TMR проходит процесс смешивания, но один из компонентов абсолютно не задействован в процессе смешения. And the very good thing about this mixer wagon is I was able to visit the very next day, and he replaced the kicker plate on the bottom of the auger and knives, and it took care of this. Очень хорошим фактом с конкретной фермой было то, что после визита Джеффа, то есть это все такие вещи, которые не требуют колоссальных инвестиций или долгого времени. Во время первого визита фермер или собственник или директор производственный увидел, в чем проблема, понял это, и уже на следующий день Джефф говорит, я приехал еще раз, и к этому моменту уже были заменены пластины и шнеки, и ножи на шнеках в этом смесителе, и картина, конечно, стала совсем другой. So this is a very good visual that we did on a mixer wagon in South Africa, where we were able to get up above, stand on the silage pile, a very safe part of the silage pile, and throw some oranges in. And just it's simply a visual of where the dead spots are. Очень визуальный тест, который наши специалисты очень часто делают. Конкретный тест был, или эксперимент визуальный был проведен в Северной Африке на одной из ферм, где для визуализации использовались апельсины для того, чтобы понять, насколько равномерно работает миксер и насколько однородной получается смесь на выходе. Очень интересный способ, который мы можем взять на вооружение. But you can see, as you can see in the video, Taisия, the oranges that I threw in the corner never move. И как видите на видео, часть апельсинов, конечно, оказалась замешана в полносмешанный рацион, но часть апельсинов очень наглядно и визуально показывают мертвые зоны, вот эти места непромеса. Джефф говорит, я кинул апельсины по всему, как бы по всей площади, и некоторые из них так и не сдвинулись. So the next thing that I want to talk about that will decrease the efficiency of your mixer wagon are the role of the knives. Следующий момент, что может очень сильно снизить эффективность или продуктивность, можно так сказать, работы ваших миксеров любого бренда, это роль ножей, которые они играют в работе и в равномерности смешения смеси. And Taisия, you can read through this slide, basically just what knives do, how many are on the auger, the condition. These are all things I'm looking at. На слайде перечислены основные моменты, коллеги, которые нужно проверять в виде регулярного протокола, не только по всем тем вещам, которые мы с вами умеем и знаем, проверяем на ферме, но вот ножи
кормосмесителя также нужно внести в график регулярной проверки назначение ножей, количество на каждом шнеке, состояние этих ножей, тип ножей, какие они измельчающие или нет, нужна ли замена и когда она потребуется, чтобы ножи на замену были в наличии, и наличие или отсутствие верхнего ножа. And so there are multiple kinds of knives you can put on augers. These are actually the two main knives that you could put on these augers. This one, the bottom one here, is the one that'll do a lot of the cutting. Ножей большое количество. Мы с вами знаем, что от бренда к бренду они могут быть разных форм, разных мастей, да, прочности, но чаще всего используется несколько видов ножей на одном кормосмесителе. Нижний нож, который видите вы на фотографии, делает основную работу по разрезанию. So Taisия, you really want, kind of like what we just explained, you really want these very sharp, swept back knives on the bottom of the auger. И нам с вами, коллеги, очень важно, чтобы вот эти ножи, которые располагаются внизу шнека, вне зависимости от количества шнеков, то есть те ножи, которые располагаются внизу, должны быть исключительно острыми и в очень хорошем состоянии. And then this larger knife, I always recommend to put midway to up on the top of the auger because they really help to throw hay and feed around the mixer wagon. Вот эти верхние ножи, которые на фотографии лежат сверху серого, скажем так, ножа, да, Джефф рекомендует устанавливать внутри смесителя в середине или наверху шнека, в зависимости от модели, конечно, для того, чтобы более сильно или более мощно можно было смешивать грубые корма, например, сено или солому. And I never recommend to pull all the knives off of the augers because they were designed to have knives on them. A lot of people want to pull the knives off if they're getting too much of a chop length or too short of a chop length. Те фермы, которые в смеситель используют уже нарезанные ингредиенты, как у нас это очень часто происходит, да, на фермах, Джефф говорит, к сожалению, я вижу, что со шнеков вообще, в принципе, снимаются ножи, потому что ингредиенты уже преднарезаны, так зачем нужны ножи? К сожалению, это некорректно, и Джефф всегда рекомендует оставлять все ножи, предусмотренные на шнеке, для корректной работы смесителя. And then the other component inside the mixer that's on the auger is the kicker plate. And every mixer wagon has a different design of the kicker plate. Следующий компонент или следующая запчасть на шнеке – это вот эти пластины, которые очень сильно отличаются от бренда к бренду. У каждого производителя своя модель и своя технология. And the kicker plate is basically that piece of steel that sticks up on the very bottom, the front leading edge, bottom of the augers. Это отбивные, да, или как они правильно называются у нас, поправьте меня, панели, которые помогают, располагаются чаще на выходе смеси из кормосмесителя. And the difference on this left-hand side, this is a worn-out kicker plate, and this is a brand new one. This alone will cause dead spots. Отбивные планки очень сильно изнашиваются, и на левой фотографии видно две одинаковые, казалось бы, планки одного производителя, одного бренда. Одна из них более тонкая, это долго прослужившая планка,
И самая левая, более толстая, это новая, еще не использованная планка. Только благодаря этому, обратите внимание, во-первых, на износ, на то, как они сильно меняются во внешнем хотя бы даже виде. Только одно это может послужить изменению качества смешения и потерям при кормлении, при смешении кормов. Okay. Taisha, that's really a description of the components inside the mixer. I think we're 40 minutes in, something like that, but if there's any questions here about the knives, the cutter plates, augers, we can talk about them here. Мы достаточно быстро и оперативно, друзья, закончили осмотр запчастей или составных частей, из которых состоят кормосмесители разных брендов. Предлагаем сейчас сделать небольшой перерыв, и позвольте мне уточнить у Надежды, есть ли у нас какие-то вопросы на данный момент, и после этого двинемся дальше. Большое спасибо, Таисия. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за вашу активность. У нас есть вопросы. Первый из них: с какой периодичностью нужно делать проверку ножей? Очень хороший вопрос. Спасибо большое. The first question, Jeff, is how often do you need to check the knives? Great question, and it all depends on your ration, how much feed is going through the mixer wagon, but you can check the knives if you get on a weekly or a monthly protocol, and you're just going to have to check the wear of the knives. I cannot tell you, check every single, or they're going to be back in 3 months. It's going to be dependent on your ration and on your farm. Очень хороший, очень отличный вопрос. К сожалению, на него нету стандартного ответа. Проверку ножей, наверное, важнее внести в регулярный протокол тоже. И Джефф говорит, к сожалению, не могу сказать вам, что все ножи нужно проверять раз в неделю или один раз в месяц, но очень важно, чтобы это было рутинной процедурой корректности работы кормосмесителя, в зависимости, во-первых, от вашего бренда выбранного, и, во-вторых, от того, какие ингредиенты вы используете для рационов. And then the main thing I recommend, Taisha, is when knives are getting worn out and you're replacing, put the new knives on the bottom of the auger and move those other knives just up. Okay, and do you recommend to sharpen the knives? No, they're basically self-sharpening. They'll stay very sharp as they wear down, because the way they wear, the edge will stay on. But just to move them up, when they get totally worn out on the top, then take them off and replace them. Еще одна рекомендация: если у нас нет возможности менять сразу все ножи, а такое на всех фермах и всех предприятиях всего мира периодически случается, тогда рекомендация новые ножи устанавливать вниз шнека, а более использованные, более тупые ножи устанавливать ближе к верху шнека. И я у Джеффа спросила, рекомендует ли он точить ножи. Он говорит, что в принципе они могут быть, в зависимости от бренда, они могут достаточно долгое время поддерживаться в остром состоянии, поэтому можно этого не делать, но тогда все-таки их стоит поднимать и вниз шнека всегда устанавливать новые очень острые ножи. Thank you. Спасибо. Надежда, есть еще вопросы? Да, Таисия, есть вопрос. Как вы считаете, нужно предварительно измельчать сено и солому или нет? Если да, то каким оборудованием? Тоже отличный вопрос. По этому поводу большое количество мнений есть на рынке. The next question, Jeff, is also a very good question. In your opinion, do you need to chop or pre-cut hay and straw before using in the mixer? And if yes, then with which equipment? Okay, I highly recommend
pre-chopping before you put in the mixer, and using a tub grinder. What is a tub grinder? So a tub grinder is a large piece of equipment. It's if you put a piece of hay in, or you put a bale in, you could put a large square bale, or you could put a large round bale in, and it actually goes around in a circle and grinds on the bottom, and then shoots it out of. You could blow the hay into a pile. Отлично, thank you very much. Да, обязательно Джефф дает рекомендацию, очень сильную, настойчивую рекомендацию, что да, предварительно следует измельчать и сено, и солому перед тем, как его загружать в смеситель. И какое оборудование для этого используется? Используются либо чопперы, либо то, что в Америке называется топ-грайндер, это когда, не знаю, как это называется у нас, скорее всего, просто измельчитель соломы или измельчитель сена, когда тюки или квадратные тюки или круглые тюки загружаются в машину и по низу, скажем так, раскручиваются, и уже измельченный материал поступает в смеситель. And Taisha, a lot of dairies in the U.S. don't use a tub grinder because they have to rely on their employees to do it. And it takes a very good employee to run it, because some hay has moisture in it and it can clog the tub grinder. Some of them have started on fire, that kind of thing, but not a lot of dairies in the U.S. pre-chop. Нужно понимать, что опыт у фермеров разный, и разные, скажем так, технологии используются в разных странах. Про Америку Джефф говорит, не очень большое количество предприятий и ферм использует предварительное измельчение, потому что оно подразумевает корректную работу операторов. И далеко не все операторы могут справиться с настройками, поэтому фермерам приходится отказываться, особенно если сено или солома имеет слишком высокую влажность. Однако напомню, что Джефф настойчиво рекомендует предварительное измельчение. But with good employees, it can be done very safely. I want to make sure they understand that. But that's why a lot of guys don't do it. Особенно только тогда при использовании предварительного измельчения следует большое внимание уделять образованию и обучению операторов и сотрудников, которые это делают, чтобы добиться хорошего результата. Thank you. Да, спасибо. Надежда. В продолжение к вопросу поступило 2 комментария. В стране нет нормальных измельчителей, есть только размыватели тюков. Разматыватели. Разматыватели тюков. Может, стоит в разматыватели добавить ножи? So a follow-up question as a discussion to you, Jeff. In Russia, we don't seem to have also strong choppers, and there are at the same time a lot of those machines that unbale the bales. Is it maybe an idea to add some sort of knives in those machines that unwind the bales? That's a good question. I would love to first see the piece of equipment you're talking about. Is it with round bales or with square bales that you're, because they do make some equipment for knives in those, but I don't think it'll chop it near as well as a tub grinder. Прежде чем ответить на этот вопрос, Джефф говорит, может быть, мы вынесем это за рамки презентации. Вопрос очень хороший, но прежде чем ответить, нужно посмотреть, как выглядят разматыватели тюков, потому что если это что-то отечественное, то нужно посмотреть, как это возможно сделать. Джефф подозревает, что они не справятся с нарезкой. Надежда? Спасибо, Таисия. Вопросы закончились, мы продолжаем дальше презентацию. Спасибо. Супер. Спасибо за активное участие. Коллеги, очень здорово, что вы задаете вопросы. For now, Jeff, that's all of the questions, and I suggest also that we
continue and then collect more questions in the end. Okay, perfect. We will move on to loading ingredients. And I don't know, Taisya, if you have to read through this slide unless you want to, but loading ingredients basically it's very important to get them in the correct order and to watch how your mixer wagon is performing. That's really the basics of the next couple slides. Следующие несколько слайдов будут посвящены загрузке и методикам загрузки ингредиентов и несколько базовых принципов, которые я зачитаю со слайда. Это то, что смеситель должен находиться рядом с местом хранения ингредиентов для сокращения потерь на пути от склада до коровы, да, или от склада до смесителя. Убедитесь, что рацион для соответствующей группы животных приготовлен правильно и подается в нужный загон к правильным коровам. И при использовании компьютерных программ или программного обеспечения для приготовления TMR-смесей убедитесь в корректности работы уже компьютерной программы и в том, что в нее загружены самые актуальные данные. И, конечно, следует соблюдать порядок внесения ингредиентов в зависимости от того, что вы используете, какие ингредиенты у вас есть для полносмешанного рациона. Для получения смеси с желаемым размером частиц загружать следует сначала грубые корма. That was the slide, Jeff. Okay, great. This slide is showing a mixer wagon that is obviously overflowing, and the video will show feed coming off the side, but mixer wagons do not do very well when they're this full. Самая большая ошибка – это перерасход или перегрузка кормосмесителя слишком большим количеством ингредиентов. Вы видите несчастный кормосмеситель, который физически не может справиться с объемом загруженных в него кормов. Для них всех, наверное, перегрузка – это самое страшное, что может произойти, ну, то есть самое неоптимальное. И вы видите, какое количество кормов высыпается из кормосмесителя. And a lot of times a feeder is going to do exactly what he's told to do. And if you can see back here, this mixer wagon has a feeding system on it. So he's following the instructions. Even though this is overflowing, he's still adding feed. Да, особенно когда кормосмесители компьютеризированные, возникают проблемы, потому что кормосмеситель не может считать, перегрузил он сам себя или нет. Это зависит от заложенной программы. И на этом кормосмесителе вы видите компьютерный контролирующий управляющий блок, в соответствии с которым, несмотря на то, что ингредиентов уже слишком много, смеситель все равно продолжает загружать в себя следующие. Taisya, I'm going to very briefly tell you there's a lot going on. This was just a study showing that the most efficiency in mixing. So basically what this shows is that mixer wagons don't like to be totally full, and you need proper mixing time on it to get you the most efficient mix. That's all this is showing, but it's actually in a peer-reviewed study. Большое исследование было произведено, в соответствии с которым вкратце результаты можно озвучить следующими идеями, что смесители хуже всего показывают продуктивность или свою эффективность при перегрузке, чем, то есть на приблизительно, кормосмесители, заполненные на 70%, 70-80% от общей мощности бака, работают намного эффективнее, чем полностью загруженные или перегруженные смесители. И, конечно, очень большой фактор – это время смешения. So the most efficient mixing that you're going to get is with a mixer wagon, and in this study, is with a mixer wagon that's 70%
of its capacity with the longest mixing time for this ration. Для конкретного рациона наибольшую эффективность, на удивление, показали в сравнении несколько кормосмесителей. Так вот, наибольшую эффективность показал кормосмеситель, загруженный на 70% всеми ингредиентами для одного и того же рациона, но при наиболее длительном времени смешения. And so moving on to mixer wagon setup. Mixer wagons need to be level. We're going to talk about proper PTO and tractor RPM, and then proper auger RPM. Давайте теперь поговорим про настройку кормосмесителей, как ее добиться. Поговорим про уровень, да, ровность и корректность работы сбалансированного или несбалансированного смесителя. Поговорим про ПТО или валы отбора мощности и про частоту оборотов двигателя, причем и трактора, и шнека. This mixer, what I want to point out here, it's one of the very few mixers that I've seen actually listed, but on this stickler right here, this label, it says for optimal mixing, mixer should be level. It tells you that it should be level. Наверное, 99% всех миксеров, не все, конечно, не всегда на них пишут, но на большем количестве миксеров будут ссылки, которые будут говорить нам о том, что для корректной работы смесителя он должен быть сбалансирован, выровнен. And so this very same mixer is he is mixed on an unlevel surface, and you can see that because maintenance is poor and he's mixing on an unlevel surface, we have feed hanging up in the tub. И этот самый смеситель в предыдущей фотографии, который имеет шильдик, говорящий о том, что он должен стоять на ровной поверхности, к сожалению или естественно установлен на неровную поверхность и находится в слабом техническом оснащении, плохо обслуживается. Поэтому в нем, конечно, есть слепые зоны, и часть кормов совершенно не промешивается до того состояния, до которого нам нужно. Taisия, another thing that unlevelness does, and this one is leaning towards the tractor. You can see that gravity pulls a lot of the feed to the front tub. This one is lower. This one is more full. Еще очень часто, что происходит из-за несбалансированной установки или неровной поверхности, на которой стоит смеситель. В данном случае он установлен, естественно, за трактором, и сам по себе миксер наклонен в сторону передней оси, там, где он присоединяется к трактору. Соответственно, под воздействием гравитации корма также неравномерно распределяются и смешиваются в смесителе. So where I stopped the video, this is soybean meal getting hung up, and you'll see in the next video that corn gets hung up in the same spot. Вот этот момент, где остановил Джефф видео, сейчас мы увидим, как добавляются другие ингредиенты. And then in this video, you can see after he loads the ground corn, that it is getting stopped in the same spot. То есть добавлена была молотая кукуруза и соли. Okay. So now this video is going to show unloading, and some things to point out is that we are almost empty. You can see how empty the mixer wagon is here when I play the video, and then that's when all that corn and soybean meal start coming out. Обратите сейчас на видео, как он будет достаточно пустой, и в этот момент начинает загружаться соя и кукуруза. And if I had a video of the other side, I'm sorry, this isn't a video, but I thought it was, but
If I had a video of the other side, you would see the cows knew exactly where all the corn and soybean meal came out, because they would chase the mixer wagon down to this end. К сожалению, не видео, а фотография, но видно, как неравномерно в этот смеситель загружалась соя и кукуруза в совершенно пустую часть смесителя. И поскольку у него не получалось корректно промешивать до однородности, выходящий рацион, который раздавался коровам на кормовом столе, также был неравномерен. И по коровам это очень хорошо и легко считывается, потому что при раздаче коровы быстро понимают, где вкусно, где невкусно, и подходят есть исключительно туда, где раздается более-менее чистая соя или кукуруза. This is a mixer wagon that is working properly. It is just simply on an unlevel surface. And you can see all the feed is getting taken to the back of the wagon, and that's inefficient. Очень хороший смеситель, в хорошем состоянии на фотографии, равномерно, корректно работает, делает однородную смесь. Единственная проблема – это то, что он установлен на неровную поверхность. И только за счет этого можно увидеть, что он отклонен назад, и большая часть тяжелых ингредиентов, да, больше всего веса находится сзади, задней части смесителя. Соответственно, опять же, смешение перестает быть равномерным. So the feeder pulled in this way instead of pulling around the barn and coming in this way. That's how this commodity shed was developed. The tractor should be the other way. The tractor should be on another side. So the tractor is here. He should have came around this building this way and pulled in forward this way. Then the mixer wagon would have been level. So the feeder changed the mixing efficiency. То есть на данной ферме ситуацию можно изменить очень просто. Нужно было, чтобы механизатор на тракторе подъехал и разместил смеситель с другой стороны, как можно, знаете, на заправках машины подъехать с одной стороны колонки или с другой стороны колонки. Точно так же механизатор мог бы развернуть трактор в другую сторону и припарковать смеситель в другом направлении. Тогда бы проблема с ровностью или неровностью поверхности была бы решена. Okay, this is a very important load, and this is a close-up ration that we're mixing, and I'm going to talk about 3 different ingredients that we're loading here. Очень важный слайд – это рацион, на котором смешивается полносмешанный рацион для сухостойных коров второго периода, СУХ-2. Сейчас проговорим, что добавляется в рацион и в какой последовательности. And as we just talked about mixer wagons being too full, this is a very small load, and they don't mix, these larger vertical wagons do not mix small loads very well. В начале презентации мы сказали о том, что смесители или миксеры не любят работать, когда они полностью или сильно перегружены, потому что они не справляются с массой и объемом ингредиентов. К сожалению, тоже правдиво и для обратной ситуации, когда, например, вертикальные кормосмесители очень часто не оптимально смешивают рацион, если ингредиентов мало. So we can see that it's this mixer wagon is not very full, and this ingredient right here is a wet distiller's, and he's loading it from behind, and it's a very low inclusion rate, and it sticks to the auger. Неполный смеситель, бункер, не заполненный, в нем мало материала, и сейчас в первую очередь загружается борда пивная, которая прилипает по бокам смесителя. So my point there with feed sticking to the auger so badly is that if this mixer wagon doesn't fill up to that level, that feed will have a very difficult time coming off there to get mixed into the load.
прошу прощения, не по бокам смесителя, а на шнек борда налипает. И суть в том, что для следующих ингредиентов работа шнека не будет оптимальной, потому что процесс или налипание предыдущего ингредиента снизит эффективность его работы. The other thing to point out here is this is the front auger, Taisha, and there's a lot of TMR left on that auger from the previous load. We don't know if that is, definitely from the previous load, or is it from this load? И еще обратите внимание, что это фронтальный шнек, и на первой фотографии видны остатки предыдущего рациона. И не совсем понятно, это предыдущий рацион для другой группы коров, соответственно, имеющий другой состав, или это остатки совершенно нового, но не промешанного рациона, и что делать с этими остатками кормов? And the very next ingredient is an alfalfa haylage. And when he dumps that in, it basically coats the back, or it sticks to the back auger. Следующий ингредиент – это люцерновый сенаж, который альфа-альфа люцерна в сенаже, который при загрузке просто залипает и налипает на все компоненты или на все запчасти и работающие компоненты смесителя. And then with the very next ingredient, it also layers the back auger, and the feed is having a difficult time getting mixed down to the bottom of the mixer wagon. Последний ингредиент тоже имеет текстуру очень плотную, но при этом мелкую, и он сверху как бы заклеивает окончательно все предыдущие наваленные ингредиенты или материалы, и у шнека вообще пропадает возможность эффективно работать и обеспечить какую-то однородность в этой смеси. So one of the main points here is it's very easy to dump feed on the augers when you're mixing, and feed will absolutely stick to the augers. And so you have to be aware of that when you're mixing small loads. Смысл следующий, что нам нужно понимать, в каком объеме и как эффективно, то есть соотношение эффективности работы шнека к объему загружаемых материалов и какие они, эти компоненты, по составу, чтобы обеспечить эффективную работу и однородность, и при этом смешать нужное количество компонентов. This is a video actually of feeding out that last ration that I was just showing you. And the point here is that we drove a very long way over rough terrain, and the feed still stuck to these augers. Следующее видео – это вот этот предыдущий корм, который только что Джефф показал нам. И дальше от центра кормозаготовки, где это все смешивалось, его привезли уже к коровам, и расстояние было очень далекое между центром кормосмешения и животными. Сейчас мы видим, как этот смеситель раздает корма, но несмотря на неровную, долгую, ухабистую дорогу, обратите внимание, что на шнеках все так же сохраняются налипшие ингредиенты. So Taisha, right here where I stopped the video, and I'll play it again, you can see where this mixer wagon shifts into clean out gear, and it finally starts to throw some of that feed off the back auger, but it still doesn't throw all of it. Обратите внимание, вот здесь, где Джефф остановил, сейчас еще раз мы посмотрим целиком, заметен момент, когда смеситель переходит в фазу очистки, скажем так, да, и начинает избавляться от налипшего материала на шнеке, но все равно не получается избавиться от всех налипших ингредиентов. And remember, this ration is one of the most important to the dairy because it's a close-up ration. Еще раз напомним, что мы с вами говорим про рацион для сухостоя 2, а, наверное,
во всей жизни фермы рацион для транзитных или сухостойных во второй фазе коров является самым-самым важным на всем предприятии. This slide, Taisha, is really in general for them to look at. This is not a perfect scenario at every dairy, but in general, the mix order should be your dry forages, your large volume grain, and then so on and so forth. You can read through that one. А на следующем слайде мы видим то, как компоненты или ингредиенты чаще всего, в каком порядке они смешиваются в США, начиная с сухих грубых кормов, заканчивая крупнообъемным зерном, причем в разной фракции. Далее идет минерально-белковая смесь, далее мелкообъемные кормовые продукты, и после этого идут сочные влажные корма и жидкости. And I'm predicting more questions about that slide right there. Yeah, exactly. There will be a lot of questions because a lot of farmers here do it in a different way. Yes, great. That'll be good. That'll be good discussion. Джефф говорит, я предвижу большое количество вопросов по предыдущему слайду, где был указан порядок внесения, готов к обсуждениям, потому что я говорю, у нас очень часто порядок совершенно другой, конечно. Если есть вопросы, напишите, в каком порядке вы смешиваете, мы выслушаем комментарии Джеффа. We talked about dry ingredients. Now here are a couple slides of the problem with adding liquid, and this is water. But there should always be a spreader bar so the water gets distributed evenly during application. При добавлении жидкости, а конкретно именно воды для влажности в сухие смешанные предподготовленные корма для TMR, очень важно, чтобы при добавлении воды стояла сетка или какая-то головка, которая бы разбивала поток воды на большой разреженный поток, чтобы вся вода не попадала в одно место, а равномерно тоже распределялась по всей массе кормов в бункере. This mixer wagon here is, if we remember back to the very first dead spot that we were talking about, this is that same mixer wagon that the auger was drilling through the middle of the TMR. You can say that first. Если вы помните начало презентации, то был миксер со шнеком, который пытался размолоть посередине общей массы рациона только то, что касалось середины, а все остальное оставалось практически недвижимое по бокам и в дальней части бункера самого. Это он же. So this mixer wagon is very worn out, and yet we're still mixing this very large, heavy premix with it. And this is molasses coming in, and you can see that the molasses does not get mixed. Обратите внимание, что смесь готова, и смеситель находится в старом, не очень хорошем состоянии, и сейчас добавляют патоку жидкую, которая, конечно, совершенно неравномерно смешивается с общей массой. And when this video stops, Taisha, is when he's done mixing, I get down, and that's how the premix is presented with clumps of molasses in it. И в этот момент Джефф сверху смесителя, где он делал видео, спустился, вот на этом самом моменте, спустился вниз по лестнице к раздаче от уже готовой смеси. И, конечно, премиксная часть с комками патоки, молассы, с какой-то частью прилипшей к моласе полносмешанной смеси, выходила именно в таком виде из смесителя, совершенно неравномерной.
Okay, the next thing I'll talk about is mixing time. And mixing time is probably the single most important action that we can look at, because a lot of people don't mix long enough. Время смешивания, коллеги, об этом нельзя говорить, не получается говорить мало, это самое важное. Джефф говорит, что в его опыте очень много предприятий животноводческих, которые недостаточно долгое время уделяют процессу смешивания всех ингредиентов. Это, наверное, единственный самый важный параметр, над которым стоит работать. Did you read that slide? No, not yet. I just translated. I will read it now. Yeah, you can read it now. That'd be good. Thank you. То есть время смешивания – это единственный, один из самых важных параметров, над которым стоит работать на любом предприятии любого размера, хоть это крупный холдинг с большим количеством дойных голов, хоть это ферма старого образца на 500-600 голов. Время смешивания. Убедитесь, что чтобы кормосмеситель работал постоянно для эффективности его работы. Старайтесь делать паузы во время перемешивания кормов, чтобы убедиться, что корректное измельчение ингредиентов достигнуто. И при перемешивании рациона после загрузки жидкости, или не обязательно жидкости, но последнего ингредиента, все равно нужно убедиться, что отводится дополнительно после последнего ингредиента все равно оптимальное, достаточно долгое время. Минимальное время составляет 3-5 минут, но это очень сильно зависит от объема загрузки, от компонентов, от того, какой рацион мы мешаем, и от мощности самого кормосмесителя. Done. Okay, so Taisия, this second point here of always have the mixer wagon mixing. Yeah. I want to make sure that that's very important. I've seen dairies that will load the whole mixer wagon first and then turn it on at the end. That is not good. Почему стоит на этом слайде второй пункт? Убедитесь, что кормосмеситель работает постоянно, потому что Джефф во время опыта своей работы независимым консультантом очень часто видит хозяйства, которые загружают всеми компонентами смеситель и оставляют его стоять в таком виде, в загруженном, до того момента, как потребуется смешение. Это не очень хорошо и некорректно. And then this last point of this minimum time of mixing of between 3 to 5 minutes, that is a guess at best, but at least after your last ingredient, let it mix in. Последняя информация на этом слайде о том, что минимальное время составляет 3-5 минут. Коллеги должны отнестись с пониманием. Это в лучшем случае догадка, но на каждой ферме нужно установить свое корректное время работы. Самое важное убедиться, чтобы после загрузки последнего ингредиента все равно было время достаточно продолжительное, когда бы смеситель смешивал уже все ингредиенты одного рациона. This is a video. Let me make sure it is a video, yes. So this is a video of a very large mixer wagon that is working correctly, and it's going to be mixing waste tomatoes. Видео, коллеги, сейчас будет интересное, очень большой и эффективный, в смысле продуктивный, с большой мощностью смеситель, который работает оптимально. Сейчас в него загружают отходы тепличного производства, а именно томаты. Okay, when I start the video, I want them to really watch, because I purposely have him dump in the middle auger, and then we basically time how long it takes for the tomatoes to show up in the front auger and to show up in the rear auger. И задача эксперимента была специально сделана таким образом. Джефф попросил погрузчик выгрузить помидоры именно в центр
кормосмесителя для того, чтобы замерить время, сколько потребуется, прежде чем они все, надеемся, равномерно распределятся по объему бака. So this is a large, heavy ingredient, Taisha, and it disappears quickly. Not all ingredients are like that. A lot of ingredients will float on top. Помидоры – это, во-первых, их было достаточно большое количество, во-вторых, это достаточно объемный материал, но они за очень быстрое время равномерно распределились, и очень часто такого вида сырье всплывает на поверхность и не хочет погружаться в глубину смеси. Здесь, в нашем с вами варианте, они достаточно равномерно по всему объему всей массы распределились за короткое время. So what I really want, the point of this video is that even with a properly maintained mixer wagon, it's not too full. It's at a really nice level of capacity. It still took 30 seconds just for a very heavy ingredient to fall down and appear in the front and the back auger at the same time. That took 30 seconds just to do that. Наверное, очень эффективное видео и, наверное, достаточно одна из самых оптимальных работ техники, потому что, обратите внимание, Джефф обращает ваше внимание на то, что потребовалось 30 секунд, чтобы тяжелый объемный материал равномерно распределить по всей массе смесителя. Обратите, что и по всей площади смеси, что и в самом конце вдали у нас есть видны помидоры и ближе к нам, и в глубине смеси они также равномерно замешаны, и при этом кормосмеситель не перегружен и не заполнен на 100%, заполнен, наверное, может быть, на 60%, 70%. Okay, so the other main thing to really look at is feed delivery. And you really want to, I talked about looking at the TMR in the mixer wagon before delivering, but I really want them to pay attention because you can see a lot of what's going on with the mixer wagon after the feed is in the bunk. So feed delivery is very important. Следующий момент – это отдельная часть контроля работы смесителя, это раздача кормов. Очень много проблем можно избежать и оптимизировать, если обратить внимание на то, как корма выглядит после завершения смешения и в каком виде, каким образом они раздаются уже на кормовом столе коровам. Это невозможно переоценить, это очень важный момент. So the main points here will be seen on the next slide, but you can tell by the way the TMR looks on the bunk on what you need to troubleshoot within the mixer. And you can read through these if you'd like. Before you click to the next slide, I want to read, through the points. Прежде чем мы перейдем к следующему слайду, где Джефф очень наглядно покажет вам, о чем он говорит, при раздаче кормов следует обратить внимание на следующие моменты. Нужно оценить TMR или полносмешанный рацион перед раздачей внутри смесителя. Затем нужно определиться с точным местом раздачи на кормовом столе. И в соответствии с этим можно контролировать обороты двигателя трактора и передачу, чтобы разгрузить корма в нужном объеме с нужной скоростью правильному количеству животных. Разгружать корма следует ближе к стойловым бордюрам, да, к хедлокам или к бордюрам оборудования, в зависимости от того, у кого на ферме что используется, чтобы коровам не приходилось тянуться далеко, а, соответственно, нам с вами, может быть, меньше приходилось бы пододвигать корма. Следует равномерно распределять весь рацион по всему кормовому столу у конкретной группы животных, для кого мы раздаем корма.
И, наверное, самое важное во всей этой истории – это после раздачи кормов какое-то время понаблюдать за коровами, чтобы увидеть, как они себя ведут, и в соответствии с этим сделать, проанализировать и сделать выводы, что можно улучшить, или у нас все совершенно превосходно. Yep. Okay. So on this next slide is a great indication that something is wrong with the mixer wagon without even looking inside. Можно даже не заглядывать внутрь кормораздатчика на этой ферме, чтобы сделать выводы о том, что с кормосмесителем что-то не так, как вы видите по фотографии. If the mixer wagon is going the same speed, if he's in the same gear and running the same RPM, and this starts happening, more than likely it's a kicker plate on the back auger. Если кормосмесители трактор идут на одной скорости с одинаковыми оборотами на одной передаче, да, и наблюдается вот такая картина при раздаче, первое, что нужно проверить, скорее всего, это вот те самые отбойные планки, которые некорректно либо изношены, либо неправильно настроены при разгрузке, выгрузке кормов уже внутри коровника. So what's happening here is that his kicker plate on the rear auger is gone. And so it cannot, at the end of a load like this, it is having a hard time pushing its feed to the front auger to be discharged. So this is a rear auger issue. Можно со стопроцентной вероятностью продиагностировать проблему этого смесителя, что возникла проблема с отбойной планкой на заднем шнеке. И, соответственно, она не работает, и шнек не успевает весь корм раздать или передвинуть в сторону отбойной планки же, но уже переднего шнека. И получается порционная раздача настолько, насколько справляется отбойная планка, которая вот отгружает корма у первого шнека. This is also a great example that it's good to have open communication with your employees so that they can notice something like this and they can tell somebody to fix it. Возвращаясь к важности коммуникации всех сотрудников и коммуникации открытого общения и доверия с механизаторами, вот такая ситуация на ферме – отличный пример того, что нужно выстраивать отношения таким образом, чтобы если механизатор или водитель трактора замечает такую ситуацию, первым делом нужно, конечно, решать вопрос с износом запчастей и сервисным обслуживанием техники. Okay, and the next couple slides are just really going to be talking about how we can evaluate how the feeder mixed and how he dropped feed by use of feed tracking and TMR tracking programs. Дальше поговорим вкратце про отслеживание и использование трекеров для отслеживания и контроля качества кормов и раздачи кормов, и о том, как могут работать или не работать механизаторы и операторы. And what I want to point out here is that feeders can cheat a feed tracking program, and it has to do with loading it. They can absolutely rest the bucket, on the side of the mixer wagon to make weight. They cannot take the previous feed back to the commodity bay if they got too much and just dump it in for the next ingredient. So there are ways to cheat a feed tracking program. Нельзя не отметить этот момент. Мы с вами, коллеги, очень часто говорим про человеческий фактор, про русскую смекалку. Но в сельском хозяйстве, в фермерстве смекалка, наверное, у всех одинаково хорошо развита. И Джефф отмечает момент, что
механизаторы, операторы, кормораздатчики могут иметь средства в рукаве для действий, для халатных действий, да, или для не тех действий, которые мы хотим от них увидеть, чтобы получить конкретный результат. Есть способы, конечно, можно придумать миллион разных способов, как обойти TMR-трекеры, которые отслеживают качество раздачи рационов. И, соответственно, этот вопрос нужно решать и контролировать уже с операторами и с людьми, которые работают на раздатчиках. And so these last 2 points here are a couple different ways to quickly look at different feeders on the farm and looking at their amount of time to load ingredients. You want to make sure that's the same and it's taking them enough time, because a lot of times Taisia, one day it'll take them 3 minutes to load an ingredient. If they're in a hurry, the next day it'll take them 30 seconds. So you can tell something's going on. But those are 2 things to really look at: time to load and time in between ingredients. И для того, чтобы понять, все ли у нас хорошо с сотрудниками и понимают ли они работу и задачи перед ними поставленные, несколько инструментов или тех тонких моментов, которые стоит отслеживать. Это следует следить за отклонениями по объему загрузки и по ингредиентам при полной загрузке. И дальше 2 очень важных момента. Это контролирование времени загрузки каждого ингредиента, потому что в один день загрузка ингредиента может занять 3 минуты, в другой день, другие обстоятельства, другие задачи, это может быть 3 секунды. И это те моменты, где возникают тонкие места. Так вот, нужно контролировать само время загрузки каждого ингредиента и промежуток времени между разными ингредиентами в рамках одной смеси. So our goal with using these TMR tracking programs is to evaluate the feeder, track dry matter intake, keep rations current, be able to adjust bunk calls, and then using a bonus system, which we could talk a little bit about, but you can read through this one, Taisy. Как нам наладить работу и как нам подружить человеческий фактор с использованием программного обеспечения или TMR-трекеров, да? Это нужно сделать, конечно, это, возможно, непростая задача, которая требует воли хозяйства для внедрения TMR-трекеров. Стоит начать работу по внедрению стоит с обучения операторов, сначала с оценки их работы, и затем с обучения новой технологии операторов. Конечно, стоит следить за потреблением сухого вещества, обновлением актуальных рационов, которые могут меняться от кормовиков и кормовых специалистов. И дальше идет уже регулировка и контроль раздачи корма на кормовом столе. И, конечно, система мотивации, скорее поощрение мотивации, нежели наказание штрафов операторов, которые работают с этой техникой. When you're evaluating feeders, the main thing we want is consistency, and most large dairies have more than one feeder. So you really want to be not just looking at your head feeder or main feeder, but really looking at the relief feeder and comparing them to make sure they're numbers. That'll be the first thing. When you talk about feeders, are we talking about people? Yes, yes. У нас всегда на больших фермах и больших предприятиях есть несколько человек, отвечающих за кормораздачу. Часто это могут быть коллеги друг с другом в горизонтальном поле. Иногда это бывают старшие по смене и их подчиненные сотрудники, отвечающие за кормосмешения. Очень-очень важно следить за потреблением, за выполнением, исследованием технологии, которой и те, и другие сотрудники придерживаются. То есть такие вещи, как уровень потребления сухого вещества на предмет снижения, конечно, отклонения от ингредиентов имеют свои параметры и характеристики.
Okay, yeah, so the main point of this slide is to, we don't need to go through this one or the next one. These are more for reference, Taisha, but when evaluating the consistency, you really want to look at ingredient deviation, that second point. You really want to look at mix times, and you want to look at load sizes. Those are the main points in there. Самое важное в оценке работы сотрудников, коллеги, это постоянство. Задача не стоит сделать лучше или по-другому, чем было. Задача в течение определенного периода поддерживать одинаковость и корректность выполнения технологии в постоянном варианте, скажем так. То есть это consistency, это последовательность выполнения одной и той же процедуры постоянно. И, наверное, самое важное – это контроль отклонения по ингредиентам, то есть отклонения или потери не должны превышать 5%, по сену это должно быть не больше 10%. И дальше это обязательное контролирование времени смешения. And what was the last one? I'm sorry. Gosh, what did I say? The time, the ingredients loss. You know, I forget now. Yeah, doesn't matter. Yeah, it doesn't matter. We can move on to the next one. Yeah. So sizing the mixer, these are the last two slides. And the main point with this one is when you're sizing the mixer for your dairy, you never want to get the absolute largest mixer because then you'll be inefficient, and you don't want to get one that's too small. So you can go ahead. Следующие два слайда у нас остались с вами, прежде чем мы закончим, друзья. И для того, чтобы выбрать, какой кормосмеситель нужен моему стаду или моей ферме, самый главный принцип, наверное, сложнее всего соблюсти, это адекватность мощности кормосмесителя размеру моего поголовья. Потому что ни в коем случае не стоит идти на самый мощный, самый большой смеситель, потому что это будет очень неэффективно и экономически невыгодно. И, конечно, выбор маленького кормосмесителя также будет большим ограничивающим фактором. Okay, and I want to finish up with a slide with a couple of, these are the most important things that I see. These really aren't in order from most important to non, but these are 10 points that we need to be looking at all the time. Как сейчас принято в конце каждой презентации, есть список того домашнего задания, да, или список самых главных моментов, то, что нужно взять с собой домой по итогам вебинара или форума. Джефф подготовил 10 главных пунктов, основных аспектов, требующих внимания при оценке или при аудите собственного миксера и кормосмесителя у себя на ферме. От самого важного или первоочередного фактора до самого, скажем так, менее важного. Do you want me to read through them for the people to know them better? Yes, but I want to point out one thing first. Number 6, auger speed. We didn't talk a lot about it, but that's something that will greatly diminish efficiency if you're mixing too slow. So 18 RPM is minimum. Сразу хотим сделать акцент на 6-м пункте. Это скорость вращения шнека. 18 оборотов – это минимум, 18 RPM. Это минимальный параметр, потому что очень часто идет работа над увеличением скорости вращения шнека, но снижение скорости также вызывает большое количество последствий, которые нужно уметь оценивать и замечать. So yeah, now you can, if you wanted to read through these are 10 of the most important things that really are going to dictate how that ration is. Какие 10 моментов стоит учесть?
Начинаем, конечно, с базового низкого технического состояния кормосмесителя, ну, соответственно, низкого или высокого, да, какие-то ключевые моменты. Первое, в сервисном обслуживании нужно отмечать и корректировать. Дальше это несбалансированный миксер, имеется в виду ровная или неровная поверхность, на которой работает миксер, и балансировка самой машины на соответствующей поверхности, на которой он работает на вашей ферме. Время смешивания или время смешения, как Джефф и отметил в презентации, имеет ключевое значение. Работа и адекватность или износ противорежущих пластин, порядок внесения ингредиентов, который может отличаться не только от страны к стране, но и в одной стране, такой большой, как наша, в зависимости от ингредиентов, также может, все делают по-разному, сейчас обсудим. Скорость вращения шнека, объем загрузки, наполняемость смесителя 100% или перегруз, или 70%, как мы услышали, является самым адекватным, оптимальным объемом. Загрузка жидкостей, проходит она корректно, некорректно, в какую очередь. Положение шнека и корректная работа шнеков. Ну и, конечно, количество ингредиентов и количество грубых кормов. Okay, excellent. So that is the last slide I have, Taisия. I would love to take this time to answer any other questions. Perfect. We have the last slide here with your contacts, and I will move to asking the questions then. Okay. Коллеги, на этом мы завершили нашу подготовленную презентацию. Я надеюсь, что у нас есть вопросы, и мы предлагаем открыть дискуссию и по возможности, по максимуму ответить на вопросы, которые я вижу в чате достаточно много. Спасибо большое, Таисия, и, дорогие друзья, спасибо за вашу активность, за интересные вопросы. Их действительно поступает в большом количестве. Первый вопрос к слайду 46. Насколько я могу понимать, как раз тот слайд, к которому Джефф предполагал наибольшее количество вопросов. У нас в Российской Федерации люцерны и травы чаще всего идут в сенажах, и все сначала пропускаются через чоппер или нарезку, прежде чем загружать в миксер. Тогда порядок загрузки какой будет? The first question, Jeff, is exactly to the slide that you predicted will be having the most questions, to the order of loading. And the question is that in Russia, alfalfa and grasses are loaded after the chopper. I'm sorry, the connection is not very good. So it first goes alfalfa and haylage and grass haylage. They go through the chopper first and then go into the mixer. What will be the order then? Okay, let's just get back. I want to get back to that slide. 46. So 46, yes. Yep. Okay, is this it here? Yep, exactly. Okay, so after that, what I like to do after the forages are put in is I like to put in the large volume grains. That's going to be like your like your ground corn or something of that nature, and get some weight on that forage to help chop it up. После базовый принцип, который Джефф использует после загрузки грубых кормов, это все-таки крупнообъемное какое-то зерно для того, чтобы добавить веса в смесь. Okay. Yes, and then what I like to do is I like to get a mineral or a small inclusion ingredient somewhere in the middle. What this does is it gives it plenty of time, because it is in a small weight or volume. This will give it time going in the middle to get evenly distributed throughout the feed. Почему минеральная, микроминеральная, белковая концентратная смесь идет в середине?
Джефф предпочитает все-таки добавлять ее в середине между компонентами и давать ей более длинное время, чтобы размешать равномерно, опять же, по массе всего продукта за счет более длительного времени. And then the small volume commodities, whether it be DDG, corn gluten feed, anything under a couple kgs would go in next, and then followed by wet forages, corn silage. And this is probably the difference of what we're talking about, but you can say that. Дальше Джефф рекомендует попробовать добавлять все мелкообъемные продукты, которые добавляются в рацион в количестве там нескольких килограмм на объем смешения. И уже после этого следует добавлять влажные корма, имеются в виду силоса и кукурузный силос конкретно. And a lot of times, Taisha, 0.3 through 3 and 4 and some of 1 can be placed in a premix prior and get a mix on that first, then put that in. I was predicting also the question about that it should maybe come in the beginning and premix first, premix mix. Yes. И Джефф отмечает, что первый, третий и четвертый пункты, то есть часть каких-то сухих кормов, если у нас, например, есть преднарезанное сено или сенаж и часть микроминеральной, минеральной белковой смеси и часть мелкообъемных продуктов, может идти в предсмеси для того, чтобы улучшить не перевариваемость, простите, а смешение со всеми крупными компонентами. And then I also have liquids at number 6. And liquids are at number 6 a lot of times because that's how the dairy is set up to do it the most efficiently. But a lot of liquid molasses companies are recommending that they put molasses in the middle. But that's tough to do on dairies. Жидкости стоят в конце списка, и сюда же Джефф отнес мелассу или патоку. Это сделано в конце потому, что на большом количестве фермерских хозяйств технически так построен процесс, что жидкости любого характера можно добавить в конце, что на самом деле противоречит рекомендациям производителей продукта. То есть, например, в Америке производители патоки, которые идет уже для крупного рогатого скота, очень рекомендуют вносить ее в середине процесса для лучшего смешения. Thank you very much. Yes. Надежда? Спасибо большое. Как убедиться, что цинк и остальные ваши продукты попадут к коровам в нужных дозировках? Very nice question to Zinpro. How to make sure that zinc and all the other products of yours will actually get to the cows? Very good. So in every Zinpro product, we do have a tracer. Right? It's and we can send that, or if there's ever any question, you can send that into our lab to test for the amount of Zinpro in the TM. В отношении прослеживания продуктов компании Zinpro, попали они в итоге после кормосмешения в том или ином виде, в виде премикса или в виде прямой добавки, которая вводится в кормосмеситель на ферме к продуктам, к животным, к коровам. Это достаточно просто сделать, потому что во всех продуктах в любой форме есть микротрейсеры, компоненты, которые можно проследить в лаборатории, конечно, в Америке. И мы рады сообщить, что мы недавно запустили лабораторию в России, поэтому корма можно протестировать на наличие и потом сделать уже по выходу продукта также анализ на то, получили ли животные
продукцию микроэлементов и микроэлементных аминокислотных комплексов от нашей компании. Спасибо Надежда. большое. Да, следующий вопрос. К каким показателям можно привязать бонусную систему поощрения, чтобы они не были связаны с другими факторами, например, выше температуры воздуха или меньше потребления сухого вещества? Отличный вопрос. Спасибо, коллеги, за интересную дискуссию. Very interesting question. You were mentioning, Jeff, about the bonus system for feeders. What should the parameters be for fixing or motivating them with KPI instead of using like the temperature of the outside weather or the decreased number of dry matter? Yeah, what a great question that is. And that has been the best way to do it has been what most areas are doing are looking at feed ingredient, individual ingredient deviations, meaning they'll set a tolerance of 5% deviation plus or minus what their target is, and then they pay a bonus on that system. On each ingredient, there should be a target, right? Yes, there should be a target, but they're different. Like alfalfa hay, if it's not, that's a difficult one to put in the mixer wagon. So that tolerance will be up to 10% deviation. Наверное, отличный вопрос. Во-первых, спасибо большое. Во-вторых, ответ такой, что по каждому ингредиенту можно фиксировать процент отклонения в итоговой смеси TMR или полносмешанного рациона. То есть по каждому ингредиенту может быть процент отклонения. Нужно только учесть, что по разным ингредиентам он может быть разным. То есть, например, люцерновое сено или сенаж, конечно, мы чаще всего используем, может иметь процент отклонения до 10%, по другим это в среднем должно быть до 5%. And Taisия, the other thing you can do with create some accountability, where maybe in the office you print out deviations, and especially if there's 3 or 4 different feeders or feed delivery people, you can post their results, and a lot of times if you know the feeders get very proud of the results that they get, and so that's another way for motivation. It's tough, but that's another way. I think the people are the same everywhere. Yes. Джефф говорит о том, что следующим способом закрепления KPI или поддержания мотивации механизаторов и людей на кормораздаче может, конечно, служить визуальное распечатывание результатов, только желательно, конечно, это делать не в виде наказания, а в виде поощрения, хороших каких-то постеров с, во-первых, нормами по отклонениям и затем результатами всех сотрудников, особенно если механизаторы работают в несколько смен и их несколько человек в общем пространстве, где люди отдыхают или имеют возможность пообщаться друг с другом для того, чтобы поддержать правильный настрой у сотрудников. Спасибо, Таисия. Okay. Yeah, thank you. Спасибо за вопросы. Вопрос. Какая скорость вращения шнека оптимальна для приготовления качественной кормосмеси? Next question, what is the optimum speed of the auger, RPM, auger speed for the optimum consistency and the quality of TMR? Yes. Gosh, another great question. They're keying in very well, Taisия, on the most important things. Minimum auger speed is 18. Отличные вопросы, коллеги. Джефф отмечает, что вы прям задаете вопросы в самое сердце, самые важные ключевые моменты. Спасибо вам большое за это. Минимальная скорость шнека – это 18. Okay, and then
Some mixer wagons will, optimum auger speed is somewhere in the mid-20s, and that's actually getting up and counting the revolutions per minute on the auger. 20 times, 22 to 25 is really good. А дальше, конечно, оптимальная скорость в зависимости от разных брендов, кормораздатчиков и, соответственно, шнеков. 22, 25, и после 25 уже идет повышенная скорость, которой тоже нужно стараться избегать оборотов. Thank you. Yeah, great question. Спасибо. Следующий вопрос. Можно пояснить еще раз момент про противорежущие пластины? Когда и какую надо выдвигать и убирать? Отличный тоже вопрос. Спасибо большое. Next question is, remember you were talking about the plates showing how they should be set up on like the one outside of the mixer and the one inside. Yes. When and how they should be set, like the settings, how should be made in order for them to operate in a correct way? Okay. Point number one, never have them all the way in. Ответ многосложный. Первое, по поводу противорежущих пластин. Никогда нельзя их задвигать полностью внутрь смесителя. Even on a brand new mixer wagon, if you have them all the way in, it will create a dead spot. Даже на новых кормосмесителях, если их полностью задвинуть внутрь кабины, да, или внутрь бункера, это в любом случае, что бы ни говорили производители, все равно создаст места непроместные, вот эти места, слепые зоны. So proper setting on most mixers is I would start with the rear restrictor plate before I use the front restrictor plate. I would always use the rear one about halfway in. Yeah, that's a good start. Halfway in the rear. На новом смесителе на моей ферме Джефф выбрал бы следующий вариант. Он говорит, я бы у себя на новом кормосмесителе в первую очередь начал настраивать заднюю противорежущую пластину и не трогал бы переднюю. И хорошим как бы начальным положением пластины является наполовину ее задвинуть внутрь кормосмесителя. The reason I don't recommend using the front restrictor plate is that it's usually just before the discharge door and it slows feed down too much for throwing feed out the discharge door. Почему не рекомендуют использовать переднюю пластину? Потому что чаще всего она работает для разгрузки уже готового корма, и если ее использовать для процесса смешения, то она будет все-таки замедлять процесс и создавать слепые зоны. If they think that a dead spot is being caused by a restrictor plate, pull them all the way out and run the mixer wagon and see what the mixer wagon does. Если у вас есть подозрение, что слепые зоны и отсутствие смешения в определенных зонах смесителя происходит из-за противорежущих пластин, естественно, вариант решения проблемы очень простой. Нужно их полностью обе выдвинуть и спереди, и сзади, и прогнать кормосмеситель с всеми ингредиентами без них, чтобы увидеть, как весь процесс происходит без использования самих пластин. And then you just start adding back restrictor plate to get the result that you want. And then along with the restrictor plates and mixing time, that allows you to get your forage to the proper specs. Chopped. И затем, когда мы убедились, как работает кормосмеситель полностью без использования противорежущих пластин, нужно потихоньку в несколько этапов начинать запускать кормосмеситель уже с разным положением этих пластин,
до того момента, пока мы не сможем добиться оптимального для нас состояния или однородности смешения рациона. В соответствии одновременно с использованием параметра времени смешения, то есть мы смотрим, как нам помогают, какое положение противорежущих пластин и какой период времени для смешения, какого количества ингредиентов. That's all on that, Taisия. Напишите, пожалуйста, если мы ответили на ваш вопрос, постарались, если нет, то мы постараемся дополнить. Надежда, прежде чем я спрошу, есть ли еще у нас один вопрос, чтобы не забыть, я хочу, коллеги, напомнить вам, что у нас вот со дня на день, я надеюсь, должна выйти книга по хромоте КРС. Пока вы еще не разошлись, пользуюсь моментом сделать анонс. Поэтому напишите, дайте нам знать или специалистам, с которыми вы общаетесь, мы с удовольствием подскажем вам, где ее взять. Книга будет просто космическая, и результаты ее использования очень интересны. Все ее, конечно, ждут с нетерпением, поэтому скоро-скоро будет. И второе объявление – это то, что следующий наш вебинар будет уже без наших иностранных коллег, спикеров, но, наконец-то, полностью с нашими сотрудниками компании Zinpro Corporation в России. Следующий вебинар через 2 недели будет зачитан Александром Родионовым и будет посвящен вирусам и вирусологии с ветеринарной точки зрения и что может сделать Zinpro для улучшения иммунитета и состояния здоровья животных, которые подвержены вирусам на фермах. Спасибо за то, что слушаете наши вебинары. Это очень важно. Мы с большим вниманием стараемся делать их для вас интересными. Надежда, есть у нас еще вопросы? Таисия, вопросы еще есть. Спасибо. На мой взгляд, вопрос очень интересный. Процент отклонений загрузки компонентов может оценить только точность загрузки, а не качество подготовки кормосмеси. Какой общий показатель может быть для всего кормового отряда? Very interesting question, Jeff. The percent of deviation by ingredients can only specify how the mixer is working, but not so much the quality of the ready-made mix or TMR. What could be the KPI or the technological parameter to evaluate the quality of TMR on the feeding table? Mm-hmm. Yeah, so the only way to do that, and that's a good comment, because that's only, these feed programs are only measuring, really what's put in the mixer, if it's a quality employee putting the feed in. But you can do TMR analysis, but those and look at big ingredients like crude protein, ADF and MDF, and start looking at, you can say that part first, TMR, you can do TMR analysis looking at larger quantity items. And the Pennsylvania sieves also could be a way to use. Yes, so that was going to be my very next point, the shaker box at 10 points along the feed bunk. Yep. Отличный вопрос про то, как отметить качество, проверить качество подготовленного рациона, конечно, на кормовом столе, потому что действительно то, что мы знаем как TMR-трекеры, они отслеживают не качество рациона, а качество технологичного или технического заполнения миксера в соответствии с программой. И поэтому одним из способов может быть анализ рациона, подготовленного рациона на кормовом столе, прежде чем коровы его начали потреблять, на нужные вам питательные элементы от сырого протеина до перевариваемости и влажности и всего остального. И следующий момент – это использование шейкер-боксов или пенсильванских сит, которые уже начали появляться также у нас на рынке, можно найти для того, чтобы оценить соответствие готового рациона тому, что мы хотим добиться. Спасибо.
С какой периодичностью нужно проверять скорость вращения шнека? How often, if we were talking about how often to check the knives, now the question is how often should we check the speed of auger rotating? So the auger RPMs, that stays pretty consistent. As long as everyone is doing the same protocol and keeping the tractor at the proper RPM, that shouldn't change. You should look at it if you had to change tractor or power source. Yeah. На скорость вращения шнека стоит обращать внимание только если вы меняете источник энергии, от которой запитывается смеситель, или если меняется скорость вращения работы двигателя трактора, потому что большая часть шнеков поддерживает скорость достаточно хорошо и ровные в постоянной скоростью, поэтому это стоит проверять, прежде чем начинать смешение кормов при смене либо источника питания, либо смене работы скорости двигателя трактора. Большое спасибо, Таисия. У нас последний вопрос. Давайте, спасибо. Насколько работает для оценки рациона анализатор, установленный в итальянских смесителях? Инфракрасный анализатор. Хороший вопрос. Сейчас узнаем, есть ли у Джеффа опыт работы с итальянскими смесителями. Jeff, do you have experience with working with Italian feed mixers? Because one of the next questions, and we believe that should be the last question because we're running over our time limit, is how do you evaluate the tester or the analysis machine that is installed in Italian feed mixers, and that would be specifically infrared tester? Oh, the infrared. Yeah. So are they looking at dry matter analysis with that infrared on the mixers, or actual full TMR analysis? Сейчас уточним, I will clarify that. Подскажите, мы инфракрасным анализатором полный спектр анализов проверяем или только сухое вещество? Сейчас 3 секунды. Because we don't use the NIR, the infrared, in our mixer wagons. There's been some that have put it in the bucket of the loader, and people have gone away from them because they're not that accurate. Ну, во-первых, комментарий, что в Америке сейчас, по крайней мере, практически не используются инфракрасные анализаторы. Джефф делится с нами информацией, что раньше были инфракрасные анализаторы, но они недостаточно точные, и большая часть производителей отказалась от них. But the reply, Jeff, is that the infrared test for sure checks the uniformity and consistency of the mix, and maybe a full analysis, but it's not for certain. Okay. Yeah, Taisha, I don't have a lot of experience with that, and that's I think it would be good if the technology worked like it should. К сожалению, нет у нас для вас ответа на этот вопрос, потому что у Джеффа нет достаточного опыта работы с инфракрасными анализаторами, потому что они практически не используются в США. Поэтому стоит поискать ответ у других специалистов. Ну что, спасибо, коллеги.